Да, ребятки, приветствую вас в Тюмени, и начать этот обзор хочется с нескольких очень важных вещей. Во-первых, хочется передать слова поддержки всем тем, кого она прямо сейчас необходима, и, видимо, будет нужна еще, к сожалению, очень долгое время. Во-вторых, мы долго думали, снимать ли этот обзор вообще, потому что сейчас, сами понимаете, особо не до обзоров, но решили сделать это по нескольким причинам. Во-первых, хочется хоть немножко отвлечь вас от всего того безумия, которое прямо сейчас происходит в мире, ну и чтобы у нас самих не поехала крыша. Во-вторых, совершенно непонятно, что будет с YouTube, и сможем ли мы дальше искать для вас интересные темы и снимать вот такие вот обзоры. В-третьих, это один из последних автодомов, который был выпущен в феврале, и заказчик успел забрать его в полностью готовом виде и любезно разрешил нам посмотреть и рассказать вам, что к чему и что он собой представляет. Так что быстрый обзор автодом на базе Mercedes Sprinter. Поехали! Так, ребятки, теперь, собственно, про автодом. Он сделан компанией Авторио, которая находится в городе Нижний Новгород. Заходим на сайт. Написано, что в автодом они могут переделать цельнометаллический фургон, микроавтобус и даже грузопассажирский автомобиль. Короче, почти все, что угодно, что вы им привезете, как мы поняли, от простого Соболя до целого автобуса МАН, они могут переделать в соответствии с вашими пожеланиями в дом на колесах. Пара интересных фактов, как они строят, из чего строят, и, собственно, все это применимо в том числе вот конкретно к этому проекту. Все каркасы, в том числе мебель, это алюминиевый профиль, утепление, теплоизолирующая пена, вся мебель сделана из облегченной фанеры Сейба, независимая электросистема, срок службы аккумуляторов до 12 лет, автономный отопитель с разводкой по салону и возможность установки любого доп. Оборудования, парктроники, камер заднего вида, спутниковая антенна или солнечная панель. То есть все, что вы захотите, все вам могут поставить. Давайте пройдемся быстренько по кругу, потому что здесь много очень интересных деталей и расскажем, что к чему. Начнем оттуда. Сверху у нас маркиза, это механическая маркиза, открывается с ручки, можно сделать электрическую маркизу, но хозяин решил, что механическая маркиза это удобнее и надежнее. Немножко приоткроем дверь. Дверь, кстати, тоже механическая, то есть хозяин сделал все максимально практично, не просто сэкономил, а именно озаботился практичностью, потому что любая электрическая деталь, сами понимаете, здесь дверь на механике. Выключатель находится вот здесь, очень удобно, раз, загорается свет, и вот там загорается второй фонарик. У нас два фонарика спереди и сзади. Вывод газа для гриля, чтобы готовить на улице, чтобы не было лишних запахов в салоне. То есть, если есть какая-то необходимость, можно приготовить вот здесь вот. Здесь у нас уличный душ. Выдвигается, и можно, в принципе, здесь принять душ, если температура на улице позволяет, или просто сполоснуть ноги там, в песке, или просто испачкали там сапоги, что угодно. Здесь залив чистой воды, и здесь у нас залив бензина для генератора. Задние двери, естественно, открываются. Можно получить полный доступ в автодом, а также загрузить что-то габаритное, но еще покажем и расскажем, потому что там очень интересно. У нас сразу две камеры заднего вида. Одна находится вот здесь, вторая находится вот там вот наверху. Более того, наверху вы заметили платформа. Да, по ней официально можно ходить, и также там можно поставить солнечные панели. Электричество с земли. Если приезжаете в кемпинг, можно подключить, чтобы не расходовать заряд аккумулятора в доме на колесах. Это обслуживание туалета, и это еще один интересный разъем. Туалет в этом доме на колесах может существовать сам по себе. Объясним, что мы имеем в виду. И если вы не пользуетесь душевой системой какое-то время, но нужен только туалет, сюда можно залить специальную незамерзайку для туалета, специальную жидкость, и не заливать воду во всю систему этого дома на колесах. То есть, чтобы не гонять всю систему, заливается только жидкость в туалет, и туалет, кстати, работает, но при этом не нужно гонять всю систему целиком. Кабина. Во-первых, сиденье. Сиденье можно сделать поворотное, но чтобы организовать спальные места сзади, полноценные спальные места, сиденье решили сделать вот в таком вот виде. Тем не менее, это сиденье у нас опускается вот это вот, и у нас есть прямой проход туда. Это тоже полностью все переделано, снималось и достраивалось. Там у нас стоят ящички, стоит рация. Здесь у нас вешается большая шторка, вот специальное крепление. Также шторки вешаются на это стекло, то есть полностью весь дом на колесах можно зашторить, и там будет темно. И вы, конечно, обратили внимание, механика. Да, в Sprinter существует, естественно, версия с автоматом, но хозяин специально попросил поставить механику, потому что с таким весом и с теми маршрутами, по которым он путешествует, механика, как он сказал, ему более удобно. Итак, что мы видим вот здесь вот? Дверка, фурнитура специальная, яхтенная, то есть чтобы ничего не болталось, пока автомобиль едет. Здесь у нас место для гриля. Это москитная сетка. Все вот это вот закрывается, то есть вешается москитная сетка, у хозяина осталась в гараже, вешается сюда, и, собственно, можно дверь держать всегда открытой. Стол, он поворачивается почти в любом направлении, опускается, и вот это все пространство превращается в трехместную кровать. Здесь вот такая штанга, и здесь выдвигается ящик, который, собственно, еще и ящик.
Сюда кладется подушка туда, опускается стол. Эти подушки кладутся на стол и на ящик, и у нас большая трехместная кровать. Плюс там может разместиться еще один, допустим, ребенок. Итого уже 4 человека. Что видим здесь? Несколько источников подсветки. Раз, два. Раз, два. Сверху кондиционер. Небольшой отсек был вот здесь вот. Его тоже использовали. Там у нас модем. Здесь постоянно есть интернет. Причем модем можно поставить в том числе на 4 и даже на 8 сим-карт. Это стоит дороже, соответственно, вам придется платить 8 месячных тарифов. Но здесь стоит одна сим-карта. Заказчик говорит, что им полностью хватает. Более того, здесь два здоровенных усилителя GSM сотовой связи, которые стоят на крыше. Есть телевизор. Телевизор заказчик особо не смотрит, решили этому много внимания не уделять. Тем не менее, он есть. Вот такая вот штука стоит дороже, чем обычный телевизор, но зато телек теперь не занимает места. Да, Android System тоже работает, открывается только по запросу. Дальше управление все электрикой автодома. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Так, давайте сделаем вот так. Все-таки находимся хоть и в автодоме, но в доме. Комфорка газовая, 2 штуки. Здесь есть краник питьевой воды. Внизу у нас бутылка на 10 литров, и еще есть место для доп. Газового баллона. То есть питьевую воду можно наливать из специального краника. Ну и обычно вода здесь тоже есть. Бак 140 литров. Микроволновка, специальная микроволновка автодома без тарелки. Холодильник, также есть морозилка. Дверь номер 1. Душевая кабинка и туалет. Ну, кстати, места много. Ну, естественно, маленькая раковина, можно сделать чуть больше, но заказчику хватает такой раковины. И туалет. И обратите внимание, приятные детальки. Это вот резиновая штучка. Вот. К потолку прицеплена, чтобы ничего не стучало, не долбило, а открывалось мягко. Кстати, вот еще интересно, еще одна есть морозилка для рыбы или мяса. Можно сюда это все сложить. И вот большой ящик сверху. Сколько пространства, это удобно. Теперь самое любопытное. Раз, два, три, 4, ну, скорее одно, еще 2 кровати. О, подожди, еще один ящик, смотри, я не заметил. Теперь вот эта вот штука поднимаем, и можно получить доступ к тому, что вы загрузили вот оттуда. Там находится большой багажный отсек. Кровати тоже будет немножко удобнее показать с той стороны, поэтому сейчас откроем вот ту дверь и увидите все то удобство, как все сделано вот здесь вот сзади. Давайте с той стороны. Заказчику, честно говоря, повезло, потому что мне с моим ростом здесь поместиться, ну, сложно. Но хозяин этого автодома чуть меньше ростом, и он вместе с женой помещаются здесь идеально, на нижней полке. То есть они могут полноценно спать. И сверху у нас еще одна детская кровать. Люк, который закрывается подушечкой по 2 причинам. Во-первых, чтобы сделать полный, так сказать, блокаут, было темно, и чтобы его утеплить. Тот же самый потолок и шторки везде на заклепках. Весь этот блок, он съемный, то есть при желании все это можно убрать и, так сказать, путешествовать, если ребенок остался с бабушкой, путешествовать, собственно, только с женой. И, конечно, вы обратили внимание вот на это все. Давайте я к вам сейчас приду и покажу, что вот здесь вот. Посмотрите, вот туда вот. И та полка, повторимся, подъемная. Если вы что-то загрузили сюда, допустим, какую-то провизию, ее можно достать в том числе оттуда, не выходя, так сказать, на улицу. Это питание с земли, а также шланг компрессора. То есть этим компрессором можно продувать всю систему, если возникает такая необходимость во время обслуживания. На самом деле технических моментов, технических подробностей здесь очень много. Но так как мы не прям специализированный канал про автодома, мы некоторые вещи, конечно, к сожалению, пропустили. Но тем не менее, хочется поговорить с заказчиком. Это, пожалуй, самое интересное. Сейчас, честно говоря, уже не нужно искать доп. Причин, чтобы купить себе автодом. Сами понимаете почему. Сейчас мы дождемся хозяина этого автодома и с ним даже немножко прокатимся. И он расскажет нам, собственно, как он им пользуется и какие у него планы. Виталий, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время. А как у вас обычно рассадка происходит? То есть эти же места самые почетные считаются, как газели, рядом с водителем? Ну, мы с супругой впереди, а дети сзади. Ага. Иногда бывает, что если кто-то проснулся рано, к нам сюда вот перелазит, с нами едет. Если не секрет, детей сколько? 3. 3 детей. И как дети относятся к такому формату? Дети уже привыкли. Мы путешествуем с 2016 года. Этот автодом у нас уже 3-й. 3-й автодом. А что у вас до этого было? Первый автодом у нас был Ford Transit. Потом детки у нас подросли. Мы через 2 года решили попробовать большой автодом, американский, 12-метровый с 2 слайдерами. Так а почему у вас сейчас вот этот? Мы решили немножко поменять формат.
Во-первых, дети подросли, уже можно и где-то в отеле остановиться, потому что на том автодоме, куда мы смогли проехать, мы уже это проехали, и у нас по России больше вроде ехать некуда, то есть хочется в какие-то более такие, ну, места заехать, куда невозможно заехать на грузовике. Почему спринтер выбрали? Как выбирали автомобиль? Изначально я вот Fiat Ducato не люблю. Остановился на Ford Transit, уже его даже заказал. В какой-то промежуток времени, то есть меня уведомили, что цена на Ford Transit увеличилась, то есть по той цене, по которой я его заказал. Его не приобрести, и тут я что-то случайно как бы зашел на сайт, увидел, что вроде как спринтер-то не намного и дороже он стоит. Прокатился на тест-драйве как бы и понял, что вот, ну, спринтер это мое. И вообще считаю, что если вот строить автодом и хочется комфорта, быстрого передвижения, чтобы не укачивало, то есть это вот именно спринтер. Механика у вас? Механику, да, тоже целенаправленно выбирал не автомат. Мы ездим на далекие расстояния, с машиной может случиться всякое, и, ну, может сломаться, может там дизельное топливо кончится, может еще что-то произойти. Да. И механику всегда можно, ну, зацепить и отбуксировать куда-то. А вот. Сколько здесь расход? Побыстрее едешь, где-то расход примерно, ну, 12,5. Если, ну, стоит 110, вот 120, если идешь, то где-то 12,5. Если идешь там 90-100, вот эти 10 километров, то расход где-то 11,8, 11,5, вот так вот. Если, соответственно, попал в пробку и едешь там 60-70, расход меньше 10 сразу падает. Извините, а вот такой вот вариант, вот прицеп. Ну, такой вариант вообще не вариант. Автодом для чего нужен? Для комфортного передвижения. А с прицепом какое комфортное передвижение? То есть дети это не могут не расслабиться, на телевизор посмотреть. То есть они сидят и на большое расстояние, допустим, 1000 километров там проехать в день или там те же 600-700, это, да, ну, очень с детьми тяжело. Даже подросткового возраста. А вы в Тюмени постоянно живете, работаете? Да, мы живем в Тюмени, постоянно работаем. И вы отсюда? Стараемся. Да, я из Тюмени. Супруга у меня не из Тюмени, а я из Тюмени. Нравится здесь? Да. Город очень хороший, и за последние, там, я не знаю, наверное, 15 лет он очень сильно преобразился. Как бы уезжать никуда не хочется отсюда. Ну, хорошо идет. Вот вы сейчас в горку заехали. Очень бодро. Не сказать, что это прям нагруженный автодом. Идет очень хорошо, причем ребята постарались. Вот предыдущий у меня автодом один был европейский, да, вот тот, который был европейский, приходилось постоянно после каждого путешествия брать шуруповерт, где-то брать уголки железные, где-то существующие, что-то, ну, доделывать, приделывать, чтобы ничего не брякало, не звякало. Большую часть времени был строителем, то есть я, ну, в строительной отрасли работал, да, я работал на заводе на кирпичном очень долго. И как бы я вот щепетильно отношусь ко всем вот этим, ну, ремонтам там и так далее. Я все равно ожидал, что где-то вот что-то, ну, вот что-то не доклеят, что-то не приклеят, что-то вот, ну, как бы где-то там заглушечка какая-то отпадет, где-то что-то еще. Тут как бы вот, ну, вот мы проехали, получается, что 3500. Да, 3500 проехали после того, как я забрал машину. То есть вот она едет, ничего, никаких нареканий нет. А у вас права категории? Б. Здесь Б. Б. Да, мы вписались, получается, в тоннаж. Единственное, что, ну, тяжелое, так скажем, давалось, это, конечно, кондиционер вот этот вот получается. И, вот там наверху, да, и генератор. То, что Мерседесы говорят, они там по ширине уже, чем Fiat Ducato. Ну, я вот на задней кровати укладываюсь, я 1,76 м, как бы для вот меня важный это вопрос, для меня, что да, я вот когда из Нижнего Новгорода ехал, я спал сзади, получается, на нижней кровати. На верхней кровати, да, я не... А вы ночевали уже в нем, когда прям ехали сразу из Нижнего? Да. Скажите, а как у вас, если не секрет, дети спят? Кто где спит? Дети спят, получается, у меня 2 девочки, то есть у меня, получается, как бы 3 детей, 2 по 14 лет и 1 10. Вот, один мальчик, 2 девочки. Вот, внизу, получается, спят девочки, вот, там потому что пошире, а сверху, получается, у меня спит мальчик. А вы здесь, получается? А мы с супругой спим здесь, да, очень удобно. В машине тепло, потому что воздуховоды каждому, ну, заведены. То есть стоят везде шторочки, то есть можно уменьшить, увеличить тепло. Так, Виталий, сколько денег? Скажите, пожалуйста. Ну вот смотрите, шасси мне обошлось 3,5 миллиона. Машина? Вот сама машина, да. Сам весь, получается, вот все то, что мы заказали, с работой совсем, то есть обошлось где-то 3 700.
На самом деле мы когда рассматривали изначально изготовление автодома на базе Форда, то есть первый наш проект был 1 800 000. За переделку? Да, то есть не 3 700, да. а 1 800 000. Ну, первый наш проект был 1 800 000. Кондиционер не хотели ставить. Ну, то есть оно вот это все стоит денег, и это первое. Второе, это прокладка всех коммуникаций. Тут одних только проводов, наверное, килограмм 200. И вот в комментариях пишут, вот я бы там за 500 000 сделал. Я дешевле сделаю, самый популярный комментарий. Сделает, не вопрос. Сделаешь. И можно было тоже сделать, ну, купить фургон, и я бы тоже за 500 000 сделал. Ну, просто как бы это было. Мы за год в ней, допустим, ну, путешествие проводим там месяца 3. То есть я ее сделал, я планирую, ну, минимум 7 лет на ней ездить, может 10, да? Ну, то есть в зависимости от пробега. То есть у нас пробег вот по году где-то около 30 000 километров, ну вот мы проезжаем. Поэтому я думаю, машина, если 300 000 пройдет, это, я думаю, она пройдет, то как бы это нормально. Понятно. Еще раз спасибо вам большое. И удачи. И интересных путешествий. Спасибо. Спасибо большое. Ребятки, вот такая вот история. Дом на колесах на базе Mercedes Sprinter, 7,5 миллионов рублей. Конечно, конфигурация топовая и можно сделать сильно дешевле, но это все на ваше усмотрение. Все ссылки укажем внизу, если интересно, зайдите и посмотрите. У Виталия это третий автодом, поэтому он знал, чего хочет, и машина, по-моему, получилась очень интересная. С удовольствием почитаем ваши комментарии. Пожалуйста, будьте вежливы в комментариях, все понимаем. Надеемся, что скоро все будет хорошо. Ждем ваши комментарии, увидимся, пока.